Секрет счастливых отношений. Найти вторую половинку проще, чем сохранить отношения или брак в будущем. Да вы и сами все это видите по количеству раз разбитых сердец, неудачных влюбленностей, расставаний и статистики разводов. Но если не хочется попасть в эту печальную статистику, то пора задуматься над тем, как научиться строить хорошие отношения. Привет, друг! На связи Фанинариум Медиа. Хочешь видеть видео на такие темы и другие интересные? Присоединяйся к нам, подписывайся на канал и ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое крутое видео. Сейчас все меньше можно встретить счастливых парочек, когда все это больше превращается в короткие влюбленности и в очередной раз не сложившиеся отношения. Почему институт хороших отношений и брака разваливается? Мы учились строить отношения по романтическим фильмам и книгам, когда как в реальности все совсем иначе. Поддерживайте любовь в отношениях. Французский прозаик Фредерик Бигбедер утверждал, что любовь живет 3 года, если не уделять ей должного внимания и не знать ей цену. Чтобы любили, надо расплачиваться действиями за любовь каждый день, а не ждать, когда придет счет при расставании. Исчезновение любви и неверность случается примерно в 20% случаях расставаний. А чтобы избежать этого, надо поддерживать любовь и бороться за нее, пусть даже иногда с самим собой. Чтобы любовь была вечной, надо работать над этим. Следует ухаживать за собой, заниматься спортом, сохранять привлекательность и желанность. Часто отношения убивают скука, а поэтому помогает умение перевоплощаться, быть интересным и не останавливаться в развитии личности. Любовь – это глагол, а следовательно больше действий. Проявляйте нежность, заботу друг о друге, ходите на свидания, говорите приятные слова, устраивайте романтические вечера, не забывайте про близость и ласку, не прекращайте встречаться даже спустя десяток лет, и любовь будет идти рядом с вами. Находите общий язык и взаимопонимание. По статистике 15% расставаний происходит из-за взаимонепонимания и 8% из-за несовместимости характеров. Мы не всегда умеем находить общий язык друг с другом, выслушивать вторую половинку, открыто разговаривать на тему проблем, не способны искать компромисс. Но взаимоотношения – это не поле боя. Вы вместе против проблем, мешающих счастью, а не против друг друга. Писатель Эльчин Сафарли утверждал, в конце концов между двумя людьми нет ничего важнее, кроме желания быть вместе, отдавать друг другу все, что есть, все, что осталось. Что отличает хорошие отношения? Любые отношения начинаются с уважения второй половинки, где нет попыткам переделать или изменить кого-то. Мы принимаем человека со всеми достоинствами и недостатками, не пытаемся контролировать каждый шаг, используем только здоровую критику, избегаем манипуляций, умеем признавать ошибки и просить прощения. Отношения – это ответственность друг за друга, где вы работаете над тем, чтобы они развивались, становились более гармоничными и глубокими. Вдохновляйте, радуйте и любите человека, не требуя ничего взамен. Найдите между вами что-то общее и что-то разное. Французский писатель Поль Жеральди писал: «Нужно иметь что-то общее, чтобы понимать друг друга, и чем-то отличаться, чтобы любить друг друга. Хорошие взаимоотношения заключаются в способности разделять интересы друг друга, чтобы проводить время вместе. Это общее увлечение, хобби, которые вас сближают. Это совместные прогулки, вечеринки, посещение интересных мест, общие развлечения, совместные занятия спортом. Но при этом давать друг другу время для себя, чтобы была возможность заняться чем-то своим. Это какие-то личные увлечения, хобби, встречи с друзьями, возможность уединения и побыть одному. Не душить друг друга вниманием, ведь иногда хорошо провести время отдельно, чтобы с радостью встретиться после. Старайтесь быть самодостаточными взрослыми людьми. Согласно статистике, 33% разводов или расставаний случается по причине финансовой составляющей и 10% из-за бытовых сложностей. Это происходит из-за нереального представления будущих отношений или брака. Причина обычно банальна, ведь парни ищут себе не столько девушку, как мамочку, которая будет мотивировать, подталкивать, развлекать, заботиться, убирать, поддерживать, когда как девушка ищет себе папочку, который будет обеспечивать, давать безопасность, окружать комфортом. Но это созависимые отношения, когда две незрелые личности пытаются сесть друг другу на шею, но быстро разбегаются в разные стороны из-за неумения решать возникающие жизненные сложности.
Никто не хочет признаваться себе в том, что находится в таких отношениях. Но каждому в паре следует учиться быть более самодостаточной личностью, чтобы это был союз двух сильных людей. Сделать это можно только одним способом – это перестать ждать и требовать от других, а начать вести себя как взрослый. Для этого учиться решать свои проблемы, добиваться поставленных целей, работать над карьерой, иметь жизненные ориентиры, развиваться и расти вместе со второй половинкой. Больше мудрости и любви в отношениях. Почему часто отношения разваливаются? Никто из нас не идеален, а мир полон соблазнов, где на соседнем дереве всегда плод слаще. Всегда можно обидеться, забить и найти кого-то еще. Но так можно всю жизнь бегать, искать что-то и все время разочаровываться. Из-за недомолвок, эмоциональных порывов или глупости разрушить то, что было дороже всего. Больше мудрости, ведь во всех отношениях будут свои спады и взлеты. В основе любых хороших и счастливых отношений лежит любовь. Но как часто мы говорим о ней спустя годы отношений? Как часто мы говорим комплименты или просто приятные слова? Ведь, уделяя второй половинке больше внимания, мы были бы более счастливы в отношениях. У каждой парочки свои секреты счастливых отношений, а у тебя есть мысли о том, как сохранить отношения и сделать их счастливыми? Обязательно поделись в комментариях. Хочешь видеть больше видео на увлекательные темы? Подписывайся на Фанинarium Медиа, жми на колокольчик и ставь лайк. Всем вечной и счастливой любви!